Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои любимые. Тема расклада «Что изменится в 2025 году?». Мы смотрим только сферу и рассматриваем это без сигнификации, то есть это будет быстрый расклад. Более подробно я буду смотреть годовые расклады в конце года, то есть прям ваше будущее по месяцам. Вот там и вы найдете более подробную информацию. Итак, смотрим. Какая сфера изменится в 2025 году? На этой неделе буду очень мало записывать раскладов, что на этот канал, что на следующий. Почему? Потому что просто занята годовыми раскладами, у меня просто не хватает времени. Итак, каким способом изменится эта сфера вашей жизни? У нас 3 сферы, да, самые важные. Это работа, карьера, деньги, финансы и, конечно, любовь, отношения. Так что вот посмотрим, какая из сфер будет для вас важной в следующем году. Ну и к чему она приведет. К чему приведут эти перемены, эти изменения. Будут ли они счастливыми или это какая-то отработочка. Так. И третья позиция. Ну что, расклад состоялся, вы можете определиться каждый со своим вариантом. Я вам даю секунду для выбора позиции. Я думаю, что нам надо чуть-чуть поднять камеру. Минутку. Все. Извиняюсь за такой страшный звук. Мой ангелочек. Все, поехали. Так, все, едем. Загадали, да? Если нет, поставьте видео на паузу. Интересно. Выяснение отношений с королем кубков у вас здесь. У вас завяжутся отношения, но вы будете пытаться то ли перетянуть одеяло на себя, то ли перевоспитать товарища, то ли на самом деле поставить его на место. Рыцарь мечей очень часто указывает на то, что вы будете ставить эти отношения на паузу. Почему? Потому что вам не будет нравиться то, как действует мужчина. Может быть, ему хочется развивать отношения более легко, без каких-то обязательств. Вас это будет не устраивать, для вас это будет на самом деле ситуация, на которую вы просто тратите свое драгоценное время. И вы будете отстаивать, конечно же, чтобы человек принял ваши условия, изменил свою позицию и так далее. То есть, видите, мужчина к нам-то идет по королю кубков. Романтика, цветы, букеты, конфеты и так далее. А вам нужны пентакли. А что дальше? А для чего ты пришел? То есть романтики мне и так хватает и так далее. Если у вас уже есть отношения, кто-то может настаивать на том, чтобы перевести эти отношения уже на новый уровень и уже определиться вообще, есть ли между вами будущее, есть ли какая-то прочность, есть ли какая-то стабильность или нет. Угу. Ну да, вы одержите победу явно. Но через паузы. Честно вам скажу, если для вас завяжутся новые отношения, вы будете очень долго притираться. Вы будете очень долго как будто бы друг к другу присматриваться. То вы вместе, то вы расстаетесь, то вы как бы верите этому товарищу, то вы опять не доверяете. Но все, что будет происходить, честно могу сказать, приведет вас к победе. Шестерка жезлов, к сожалению, шестерка пентаклей – это кармическая ситуация. И здесь нужно бороться. Если вы будете просто подстраиваться под этого человека, то, честно скажу, эти отношения никуда не сдвинутся, ни с какой точки. Вот как начались, так и будут. Кстати, для существующих отношений то же самое. Еще. Честно могу сказать, здесь у нас 2 карты пентаклей, 2 карты мечей и жезловая масть, которая говорит о том, что у кого-то в следующем году явно улучшится финансовое положение. То есть вы сможете уже понять, сколько вы зарабатываете, сколько вы можете отложить, на что вы можете потратить, что вы себе можете позволить, а чего лучше делать не стоит. Ну-ка, давайте смотреть дальше.
Ну-ка, ну-ка, что расскажут карты? Ух ты. Ну, я говорю, королева жезлов здесь будет у нас. Две пятерки. Год достижения, год перетягивания одеяла, год возможностей. Честно могу сказать, с одной стороны, это очень даже активный год, но вам придется не просто бороться, вам нужно обрести некую уверенность для того, чтобы получить желаемое. Если вы все-таки поймете, что вы чего-то достойны, что для вас это преодолимая ситуация, что вы сможете все-таки отстоять. Вот здесь самое главное – отбросить страхи. Вот страхов здесь не должно быть. Если вы будете неуверенно продвигаться к своей цели, она будет отдаляться от вас. И все больше и больше вам кто-то будет вставлять палки в колеса. И все больше и больше вы будете сталкиваться с какими-то ограничениями, которые нужно преодолевать. Да, не все люди вокруг нас разделяют нашу точку зрения. И, к сожалению, люди также преследуют свои цели и не очень-то хотят подстраиваться под кого-то. Так, между прочим, и мужчины. Если женщина думает, что она встретила мужчину, и он должен ей полностью измениться ради нее или делать так, как хочет она глубоко ошибается. Мужчине нужно донести то, чего вы достойны. И это вы можете сделать только своим поведением. Если женщина позволяет давать ей мало, если женщина позволяет ей только обещать, но при этом ничего не делать, то так к ней будут относиться. То есть вот этот год, он будет очень важный. Почему? То, как вы позволите к себе обращаться, так и будут развиваться взаимоотношения, отношения с другими людьми. И здесь не только отношения в браке или в партнерстве, или в любви, или в личной жизни. Здесь и на работе вами могут пользоваться коллеги, вами может пользоваться начальник. Почему? Да потому что вы позволяете. Люди, к сожалению, они делают то, что им позволяется. Они пробуют, они пытаются. И если все-таки им позволили, они это, как говорится, просто-напросто оставляют в своей жизни. Ну да, да, да. Вы будете стремиться к десятке. Добьетесь только благодаря уверенности. Не уступайте, не отступайте, и будет у вас счастье. Помните, что люди привыкают относиться к вам так, как вы позволяете им относиться. Смотрим. Итог. К чему же все-таки приведет это изменение? Смотрите, королева жезлов, вы добиваетесь, да? То есть для чего вам даны эти изменения? А для того, чтобы вы научились отстаивать, для того, чтобы вы отсекли свои страхи, для того, чтобы вы себя поставили на первое место. Здесь не мужчины. Смотрите, в вашу жизнь идет мужчина, но главной целью для вас должна быть вы. То есть то, что я заслуживаю, то, что я хочу. И если вы не отступите от своей цели, у вас есть шанс построить счастливые отношения, добиться желаемого и все-таки реализовать свою мечту. Но королева жезлов, запомните, это ваши поступки, это ваши действия. И туз жезлов говорит о том, что ты реализуешь свою идею только в том случае, если прилагать будешь усилия. Шестерка жезлов, помните? Победа после тяжелой борьбы. А кто должен бороться? Только вы. И будет вам успех. Еще здесь у кого-то будет в конце года, в 2025 году шанс увеличить свое финансовое положение. То есть больше зарабатывать или же начать откладывать на мечту. Ну, не знаю, может, вы хотите что-то купить. Вот у вас появится шанс это сделать. Я не вижу еще приобретений, я не вижу еще покупки, но для многих уже возможность это сделать появится. Ну что, удачи вам! Всего вам самого хорошего. Ставьте лайки, не забывайте про обратную связь. А мы переходим ко второй позиции. Какая сфера изменится в 2025 году? Для второй позиции здесь нет сигнификации. Так.
Ой, ну здесь явно кто-то исцелится от разбитого сердца или же поправит свое здоровье. Ну, то есть, если вы переживали из-за какой-то болезни, может быть, у вас там на носу операция, может быть, вы волновались из-за кого-то, вот эта ситуация, она разрешится успешным образом для вас. Давайте, конечно же, мы проясним. Самое главное здесь не зацикливаться на прошлом. Почему? Потому что, да, будет неприятность, но дело в том, что, смотрите, 2 кубка за вашей спиной всегда говорят о том, что здесь появится шанс все стабилизировать, улучшить или воспользоваться и изменить свою жизнь к лучшему. Чего касается, да, у вас новый этап в жизни. У вас энергия придет. Вы, во-первых, научитесь себя защищать. Во-вторых, вы сможете отсечь от себя тех людей, которые вам вредили или портили вашу жизнь. Ну, например, кто-то выйдет из токсичных отношений. Сразу говорю, да. Если вы понимаете, что отношения ни к чему не приводят, если отношения совершенно не перспективные, вы там находитесь уже длительное время, и ваш товарищ вам только лапшу на уши вешает, вы от него избавитесь. Но обнуление. От чего? Тройки мечей, от пятерки кубков. Это то, что вас разрушает, то, что вас, ну, если честно, огорчает, да, то, что загоняет вас в какие-то рамки. Вот вы от этого избавитесь. Королева жезлов, у вас появится возможность радоваться жизни. Вы будете наполнены энергией, вы сохраните свою энергию в конце концов. И еще кто-то обретает какую-то стабильность. То есть, если вы никогда не работали, то именно в этом году, если вы этого хотите. Почему? Потому что здесь желание, например, быть самостоятельной, перестать от кого-то зависеть, найти возможность как-то стабилизировать свое положение, принимать самостоятельно решения. Почему? Потому что деньги – это что? Деньги – это энергия дьявола. Деньги – это зависимость. Если вы от кого-то зависимы и не можете принимать самостоятельное решение, конечно же, это подавляет вашу личность. Вот здесь может проиграться, что вы найдете способ, как все-таки стать независимой. Кстати, кто-то здесь может начать работать на себя, стать самозанятой, найти свое предназначение, найти свое хобби, найти свою возможность обрести некий статус. Но вам будет нравиться. Вот этот новый этап вашей жизни вам будет очень нравиться. Смотрим дальше. Так, ух ты. И опять закрываем четверкой пентаклей. Вы знаете, четверка пентаклей – это некий фундамент. Некий фундамент. Здесь у кого-то появится мужчина, который своими поступками сможет доказать вам то, что вы с ним можете создать будущее. То есть, наконец, в вашу жизнь войдет мужчина для семьи, для брака, для построения чего-то более серьезного. Для кого-то появится шанс, между прочим, перевести отношения на новый уровень. Но для многих это, понимаете, или новое развитие, или все-таки новый товарищ. Я хочу пояснить. Луна. Ну, здесь прям выход из какого-то тупика. Вот смотрите, если у вас в семье или во взаимоотношениях были постоянные конфликты, и вы уже не верили в то, что вообще эти отношения можно сохранить, вот здесь ваш человек, он сделает выбор в вашу сторону и начнет меняться. Он начнет искать возможности для того, чтобы выйти из тупика, из того, что разрушает ваши отношения и так далее. Но дело в том, что осознание к нему придет именно в расставании. То есть, когда вы уже потеряете всю веру в будущее этих отношений, поставите точку и будете готовы освободиться от этих отношений. То есть он доведет вас до белого коленя, да?
Вы развернетесь, уйдете, вы сделаете очень серьезный шаг в новое направление, а вот товарищ не захочет вас отпускать. Поймет он это через 4 месяца после паузы. Вот здесь идут четверки, а четверка говорит о том, что то ли вам в следующем году нужно будет побыть 4 месяца в одиночестве или дать вот это время вашему мужчине для того, чтобы он понял и осознал, для чего ему нужны эти отношения, и уже начал развивать отношения по-новому. Так что будьте к этому готовы. Если это касаемо все-таки отношений. Почему? Потому что у нас здесь вроде как выходит и король кубков, да, и вроде бы как бы говорится о том, что заставляет он вас волноваться и переживать, да, но дело в том, что именно ваша решительность приведет и подтолкнет его к некому предложению. Если вы одиноки, вот если вы одиноки, в вашу жизнь войдет мужчина. Мужчина, который избавит вас и от переживаний, и от волнений, и даст вам стабильность, и даст вам возможность опять довериться и поверить, что личная жизнь может строиться счастливо. Но здесь прям личная жизнь. Так, что еще здесь могу сказать? Да, в принципе, ничего. Успех, переживания уходят, волнение, какое-то ожидание заканчивается в вашей жизни. Прояснение ситуации, раскрытие каких-то тайн. Вот все это ждите в следующем году. К чему приведет это изменение, к трансформации, к переменам? Вот я же говорю, да, как будто бы когда вы закроетесь или когда вы вообще в чем-то разочаруетесь и уже не будете верить, вам дается шанс получить желаемое. Да, интересный год у вас тут. Во-первых, у вас завершается один этап с вашей жизни. Во-первых, уйдет 8 мечей. Зависимости, страхи, беспокойство, нерешительность. Уйдет обида, злость на кого-то, потерянное, подавленное состояние. И вы меняете вообще и цели, и приоритеты. Вот здесь самое интересное, что если вы развиваете какие-то отношения, в следующем году вы будете развивать эти отношения по-другому. Вы знаете, как будто как бумеранг. То есть если раньше вами управляли в отношениях, теперь вы будете управлять этими отношениями. То есть мужчина полностью будет зависим от вас. И вам это будет нравиться. Почему? Да потому что вы будете понимать, что теперь вы можете получить желаемое. Главное не переборщить. Всегда помните, что в отношениях должен быть баланс. Почему? Потому что очень часто у нас проигрывается так, что у женщины идет полоса неудач, что у женщины идет какая-то неприятная история в жизни, и как только она то ли избавляется, то ли она понимает, что мужчина в нее влюбился и готов исполнять ее желания, она начинает перегибать палку, да, и принимает позицию этого мужчины. То есть она начинает себя вести так же, как этот мужчина. Вы просто вспомните, что произошло с этим человеком или как завершились ваши отношения, какой был итог. Потому что в отношениях нужна гармония, если вы хотите счастья, поэтому про это не забывайте. Ну что, удачи вам, всего вам самого хорошего, ставьте лайки, пишите комментарии, а мы переходим к третьей позиции. Какая сфера изменится в 2025 году? Без сигнификации. Так, предупреждаю сразу. Третий вариант. Ух ты. Слушайте, ну здесь явно для всех важные года. Я думаю, что не зря вы меня так долго смотрите. Очень многие себя проработали, очень многие себя просто по-новому перестроили, перепрограммировали. И в вашей жизни явно выход из периода, когда, если раньше вы отдавали, теперь вам отдают. То есть принцесса жезлов, какие-то приятные события, очень много шансов, возможностей, очень много энергии, которая дает вам возможность по-новому развивать какие-то ситуации. Ну, во-первых, что это значит? Кто-то начнет обучаться, кто-то будет искать новую работу, кто-то будет больше прилагать усилий
для того, чтобы порадовать себя, да. То есть если раньше вы полностью вкладывались в семью, в родственников, партнеров, в них растворялись, они были у вас на первом месте, теперь у вас на первом месте будете вы, любимая. Ну-ка. Новое начало. Здесь кто-то может решиться на создание своего бизнеса, на смену работы, на переезд. То есть то, что вы хотели, но никак не могли получить. Понимаете, паж жезлов, паж пентаклей – это новый вид заработка или же заработок новым путем. Да, между прочим, кто-то сможет масштабировать или свой бизнес, внедрить какое-то новое направление, но здесь именно новое. И, кстати, в этой сфере вы будете учеником. Но для вас это по справедливости, то есть для вас это возможность найти баланс в своей жизни, улучшить свое финансовое положение, получить какие-то шансы, воспользоваться предложениями и так далее. А ну-ка, давайте посмотрим. Почему изменится эта сфера? Ну, во-первых, здесь кто-то очень много боялся и, наконец, пришло действовать, да. То есть вам даются шансы. Вот она, звезда, исполнить мечту. У вас появится возможность за что-то бороться. Почему? Потому что есть ресурсы. Шестерка жезлов. Победа после тяжелой борьбы. Вот здесь вы боялись на что-то решиться. Может быть, высказать. То есть вы сейчас вот просто подумайте, чего вы боитесь, что вы хотели длительное время, о чем вы мечтали, но вы все время это откладывали на потом. Вот этот год вам даст возможность реализовать эту мечту. И смотрите, здесь вам не один шанс дается, вам прям 6 дается. То есть ты можешь действовать, и люди тебе будут помогать, люди тебе будут что-то предлагать, люди будут тебя вдохновлять, люди будут тебе как-то, вы знаете, давать именно ту информацию, которая приведет тебя к успеху. Поэтому прислушивайтесь к своему окружению. Это будет необходимо, это будет очень важно. Именно там вы найдете подсказки и решение ваших проблем. Но очень интересный год. Почему? Потому что, наконец, мечта исполнится, победа, успех. Может быть, у вас тут в любви мечта. То есть королева кубков, я хочу влюбиться, я хочу раскрыться, я не хочу переживать о том, что меня обманут. Кстати, кто-то научится доверять, кто-то научится раскрываться и просто расслабляться в отношениях. Это тоже очень важно. Ну да, здесь прямо опять паж жезлов. Какое-то предложение к вам летит, важно. Кстати, какие-то документы вы сможете оформить, звонок, письмо, предложение, информация, которая изменит кардинально вашу жизнь, между прочим, и приведет вас к какой-то стабильности. Новый вид заработка. Ну-ка, давайте посмотрим, к чему это приведет. Карта маг. Но все-таки здесь кто-то станет самозанятым. Да, здесь кто-то станет самозанятым. То есть карта мага и восьмерка жезлов и дьявол. Дьявол – это деньги, зарабатывание денег. Очень быстро открывается поток, очень быстро вы как-то входите в новое развитие. Карта мага – мастер своего дела, и человек, который управляет своей судьбой, начинает развивать, добиваться успеха. Вот здесь продвижение, прям прорыв. У вас или в карьере прорыв, или в работе прорыв. Но здесь я больше вижу, конечно же, что у человека появится возможность заработать на своем мастерстве, на своем таланте, на своем опыте. Ну что, удачи вам! Всего вам самого хорошего. Мы обязательно увидимся в новых эфирах. До новых встреч. Ваша Елена. Ждите годовые прогнозы. Кому нужны личные консультации, пишите в личку. Я работаю со всем миром. Пока-пока.